Добрый день, друзья! Сегодня расскажу про две орхидеи, про свои эксперименты. Бывает такое, когда хочется что-то поэкспериментировать. И не потому, что там мне захотелось поэкспериментировать, а иногда спрашивают совета. Например, можно ли вот в такой губке нарастить корни? Конечно, как и вы все. Я тоже начинаю смотреть в интернете такие ролики, варианты. Показывают замечательные корни. Вот так обернули губкой, ничего больше не делают, губку намочили и замечательно начали растить орхидеи корни, фаленопсисы. И вот примерно после 8 марта я купила себе Мауди. Я недавно его показывала, он у меня зацвел. Прихожу в другой магазин, а там продают уценку. Американский башмачок. Уценка уже такая. Листья у него зеленые, а корней у него там нет. Он болтается в этом грунте. Грунт соответствующий башмачкам, очень влагоемкий. Но его продают не потому, что он отцвел, а потому что в этом влагоемком грунте его ни разу не полили, пока он был в магазине, и корни все пропали, и он так болтается. Листики зелененькие, все как бы хорошо. Я покупаю этот башмачок, приношу домой и думаю, боже мой, что же с ним делать? Вот как нарастить корни у башмачка, я не знаю. Начинаю испытывать все свои методы. Не вынимая из горшка, поливаю, опрыскиваю грунт, ничего не происходит. Потихонечку листики начинают желтеть, увядать. Так проходит месяц-полтора, никаких сдвигов, ничем не обрабатываю. Сдвигов нет. Думаю, что же делать дальше? Ладно, надо же смотреть корни. Достаю из горшка, а там сухари. Все корни рассыпаются в руках. Вот на сегодняшний день состояние этого растения. И вот тогда начинаются эксперименты. И я вспоминаю про губку. Я видела эти ролики, смотрела. У меня очень много спрашивают. Думаю, а не попробовать ли сделать вот так, обернуть вот именно это растение, потому что им нужен влагоемкий грунт, губкой. Потому что из Европы очень много подписчиков спрашивают, нет у нас Максима, что делать? Что делать? Пробовать. А самое главное, если это фаленопсисы, не пересаживать из горшков. Здесь-то у меня башмачок и башмачок без корней, и я его взяла и обернула вот такой, вот видите, здесь он даже грязная осталась эта губка, и обернула губкой. И вы знаете, тот эффект, который я получила, был потрясающий. У него через буквально неделю или 10 дней выросло вот от этих старых 3 отростков 5 корней. Причем корни такие по 1-1,5 сантиметра. Но дальше расти не стали. Вот сколько бы я его ни держала, не опрыскивала эту губку, дальше расти не стали. Что дальше делать? Надо сажать. А вдруг что-то получится с этими корнями в посадке? Посадила, корни все пропали. Вот эти эксперименты, которые поначалу показывать не хочется, но потом все равно получаешь какой-то эффект. Или хороший, или плохой, стоит о нем рассказать, чтобы просто было представление об этом. Что же сейчас на данный момент? Посажен он вот в такой, это не чистый керамзит. Я для таких орхидей, для бульбовых, для всех орхидей использую смешанный грунт. У меня здесь керамзит, пеностекло, циафлора и кора. То есть более влагоемкий грунт. Так как там были корешки только сверху, никуда они вовнутрь не пошли. Поэтому я просто его вот с какой-то периодичностью вот так. Кот ученый не любит у нас, когда я опрыскиваю. Вот так
рядышком опрыскиваю грунт. Что же получилось через вот эти 1,5 месяца? Давайте сейчас поближе поставлю, для того, чтобы вам показать, чему я удивлена и почему я вам это показываю. Сейчас уберу отсюда керамзитинки. Потом назад начали вот такие маленькие, малюсенькие еще, но начали расти корешки. Но даже не это самое интересное. Положу кору, потому что она все-таки вот с этой стороны. Видите, маленькие зеленые росты пошли. А так как у всех бульбовых новые корни растут только от новых ростов, почему я и была удивлена, когда выросло 5 корешков на старых ростах. Этого быть не должно. Они должны погибнуть, дать новые росты. Поэтому, видимо, при посадке корни и опять пропали. Но вот что же творит опять? Вот с этой стороны тоже малюсенький корень. И вот эти 2 крохотных пока росточка. Прикладываем назад кору. Он шевелится весь в горшке, очень неустойчив. И самое интересное, что я заметила, начал расти лист. Но вот это было старое растение, которое цвело, вот цветонос, а это было 2 молодых ростика. Но один ростик пропадает, а один начал растить листочек. Здесь еще вот есть, вот еще ростик, сейчас вот еще ростик начал расти от старого. Вот рост, и третий. То есть 3 росточка начали расти. Сейчас их еще прикрою пока. Пусть там будет какая-то влага, пробьются. Ну, то есть в этом случае эксперимент с губкой, вот с этой, был оправдан. Мне же хочется пойти дальше. Показывают-то все фаленопсисы. Ну, так как у меня нет ни уценок, ну, практически ничего не пропадает, или я оставляю корни, растут детки, я купила самую, что ни на есть, плохую уценку. Корней там в ней почти нет. А показывают, берут вообще голый фаленопсис без одного корня. И показывают, что прямо через неделю там вот такой ежик корней. Взяла. Хорошо. Не стала опять же снимать. Думаю, я доведу эксперимент до конца. Тогда расскажу вам, что из этого получаться будет. Взяла, убрала все, что у него было гнилое. Все это убрала. Давайте достану, вам покажу. Осталось вот таких 2 корешка. Вот этот. Нет, это пушинки летят. Вот это тоже сгнил корень совсем. Этот еще плотный корень. Ну, этот непонятный. В общем-то, вот в таком состоянии, без вот этих корней, которые сейчас молодые и новые, я его, ну, конечно, в другую обернула вот так, как показывают в интернете, захватывая основание. И вот в этом же стаканчике он у меня и стоял. Даже на стаканчике написано, что эксперимент у меня начался 29 июня. Губку опрыскиваю, через неделю чуть-чуть разворачиваю, чтобы посмотреть, что же там происходит. Ничего не растет от шеи, а вот старые вот эти 2 корня начинают покрываться плесенью. Я потерпела еще, наверное, с неделю. Корни продолжают гнить и покрываться плесенью от влаги, которая находится там внутри. Я это все убрала и старым своим любимым дедовским методом опустила орхидею Максим, обработала, поставила, и результат налицо. Начал расти листик, начали расти корни. Какой мы можем сделать вывод? Поэкспериментировать вы можете. Но если вы живете во влажном климате, не думаю, что вам
вот эта губка чем-то поможет. Она будет влажность очень сильная, и будет все это загнивать и плесневеть. И даже в моем сухом климате это тоже не получилось. Пробовала еще нарезать губку, поставить, ну, также поставить орхидею туда, опустить эти корешочки в нарезанную губку, тоже ничего не получилось. Поэтому, ну, я отсюда делаю вывод. Не все, что показывается, у всех одинаково работает. Если вам интересен такой эксперимент, попробуйте. Но, опять же, гарантии стопроцентно никто не даст. Ни я, ни вы. Но вот с этим было очень интересно, когда начали расти корни. Ну, просто потрясающе, когда 5 корней от старых ростов пошли. А вот с этим нет. Поэтому давайте экспериментировать и думать дальше. Как же нам без Максима нарастить корни? Да, кто-то пишет, у вас любимый препарат Максим. Но почему же не применять Максим, когда он действительно работает по корням? Ну вот все, что мы сейчас с вами делаем, мы не разбираем орхидеи, не обрабатываем их Максимом, те орхидеи, которые мы только что с вами купили. И получаем потрясающий результат роста корней в старом грунте, в покупных горшках, и только потом пересаживаем, и получаем очень хорошие орхидеи. И даже уценки. Кто-то мне написал, что да, вы же берете орхидеи GMP, а GMP орхидеи, и можно так нарастить корни в горшках. Нет, вот те, что у меня находятся позади меня орхидеи, это не обязательно орхидеи GMP. Это есть и голландские орхидеи. И я пообещала, что как только будет уценка моего самого нелюбимого производителя Росток, я обязательно ее куплю, и мы попробуем с вами еще раз нарастить корни орхидеи в покупном грунте, не разбирая, желательно с гнилыми корнями, без применения каких-то препаратов, нарастить ей корни в этом же покупном горшке и грунте. Я вам обещаю, как только такая оценка мне попадется, я обязательно ее куплю, и мы опять с вами будем экспериментировать и посмотрим, что получится. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.